Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать вот такой вот интересный узор из рафии. Изнаночная сторона, лицевая сторона. Узор, которым связана модная сумочка популярного бренда. Вязать будем из рафии, как я уже говорила. У меня этот образец связан из рафии Wool Sea. Цвет это у меня колокольчик. Вязать будем крючком номер 3,5. Так, делаем узелок и набираем 13 воздушных петелек плюс 1 петля подъема. Плюс 1 петелька подъема. Я набираю нечетное количество петель, потому что мне нравится, когда этот узорчик и начинается, и заканчивается одинаковыми петельками. Так, первый ряд вяжем просто столбики без накида. Первый пропускаем, это петелька подъема у нас. Провязываем просто столбики без накида. Это у нас лицевые ряды. Так, провязали первый ряд, лицевые ряды, просто столбики без накида. Разворачиваем наше вязание. Петельку подъема я не делаю. Пропустив одну, просто за переднюю полупетлю с соединительными петлями. Провязываем наши изнаночные ряды. Изнаночные ряды мы всегда будем так провязывать, только за переднюю петлю с соединительными столбиками. Провязываем последний столбик, делаем петельку подъема, разворачиваем наше вязание. И теперь, когда я приступаю к вязанию основного узора, я свою рафию вот так вот немножко расправляю. Это только тогда, когда я вяжу лицевые ряды, потому что на изнаночные ряды этого делать совсем не надо. Либо же рафию можно изначально подготовить, когда она у вас в рулоне, просто ее размотать и сразу всю отпарить. Я так не делаю, мне так проще. Именно при вязании. Так, смотрите, провязываем первую длинную петельку. Мы идем сразу в основании первого ряда. В основании. Там, где мы начинали провязывать наши столбики без накида. Провязали. Следующий столбик без накида. Смотрите, мы провязываем вот так. Вот он у нас коротенький. Не в основании, а просто за обе дужки. И вот таким вот образом чередуем. У нас итого должно получиться и длинных, и коротких петель 13. Так как мы набирали 13 воздушных и одну петельку подъема. Вот таким вот образом чередуем длинную петельку с короткой петелькой. Старайтесь на одинаковом уровне вытягивать эти петельки. И чтобы вот этот вот рафия, она у вас не переплеталась. Если она переплетается, ну вот просто поменяли ее. Вяжем до конца ряда. Покажу, как мы в конце ряда провязываем последнюю петельку. Так, начинали с длинной петельки, да, количество петель у нас нечетное, заканчиваем тоже длинной петелькой. Вот самую последнюю нашу петельку протянули и
вот эта вот боковая петелька, да, мы как бы закрепляем наше вязание, мы провязываем за боковую петлю столбик без накида. Провязали. Вот так мы заканчиваем вязание за вот эту боковую петельку столбиком без накида. Далее никакой петли подъема мы не делаем, разворачиваем вязание и начиная со второй петельки за полупетлю идем соединительными столбиками опять в начало ряда. То есть все изнаночные ряды мы провязываем таким вот образом. Вообще этот узор, он вяжется по кругу. То есть есть много изделий, связанных таким узором именно по кругу. Но для этой сумочки от известного бренда здесь все детали связаны именно вот так вот поворотными рядами. И за счет того, что мы изнаночные ряды провязываем соединительными этими столбиками, вот эти детали, они получаются очень плотными. Для рафии это идеально, то есть чтобы рафия у нас держала форму. Только надо наловчиться все вот эти петельки, чтобы у вас были одинаковыми, чтобы у вас не было перекоса, чтобы ваша деталька была одинаковой, ровной и для рафии довольно-таки плотной. Вяжем до конца наш изнаночный ряд, делаем петельку подъема. Не забываем, что когда провязываем изнаночный ряд, мы делаем петлю подъема. Когда заканчиваем лицевой ряд, заканчиваем столбиком без накида и петельку подъема мы не делаем. Так, петля подъема. И теперь там, где у нас были длинные ряды, опять же, я расправляю свою рафию именно для лицевого ряда. И провязываю первую петельку короткой. Вот эту петельку, которая в прошлом ряду была короткой, мы сейчас ее сделаем длинной. И таким образом чередуем. Там, где длинная, провязываем короткую. Там, где была короткая в прошлом ряду, мы делаем ее длинной. Старайтесь на одном уровне вытягивать вот эти петельки. Если вы научитесь вязать из рафии, чтобы у вас были вот такие вот ровные петли, то связать такую сумочку от этого знаменитого бренда будет совсем несложно. Потому что она там вяжется из отдельных деталей, и потом просто все эти детальки соединяются. Вяжется она вся таким узором. И дно, и боковинки, и основные детали. Так, вот эта последняя петля у нас была длинной. Мы провязываем короткую. И вот так вот, смотрите, как мы закрываем ряд. За боковинку мы провязываем столбик без накида. Таким образом у нас красиво формируются наши боковые ряды. Потому что если даже вязать сумочку, то каждую детальку надо будет обвязать столбиками без накида, чтобы потом легко было соединить сами детали сумки. Опять же, петлю подъема не провязываем, разворачиваем вязание, первую пропускаем и вторую за переднюю полупетлю соединительными столбиками опять идем в начало ряда. Провязали наш изнаночный ряд, делаем петельку подъема, разворачиваем наше вязание. Вот уже видно, как формируется узор. Так, предыдущий ряд вязали, сначала у нас была короткая петелька. Здесь в начале ряда делаем из нее длинную и чередуем. Длинная, короткая петля.
Последняя петелька. Она длинная, чтобы не запутаться, можете считать. То есть у вас в ряду должно быть 13 таких петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Вот это наша последняя, которую мы красиво формируем боковинку. Провязываем столбик без накида. Все, разворачиваем вязание. Рафия у нас спереди. И начиная со второй, соединительные столбики. То есть я надеюсь, что я подробно объяснила, как вяжется этот узор. Вот получается какой плотный, замечательный, красивый узор, которым связана популярная сумочка от знаменитого бренда. Так что, если вам был полезен мой урок, мастер-класс по вязанию вот такого вот оригинального узора из рафии, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!